Привет, это стартовое видео о том, как установить Claude-код к себе на компьютер. Я покажу, в каких вариантах оно должно стоять у вас на компьютере, для того, чтобы вы могли создавать, например, своих ИИ-агентов, которые будут выполнять ваши задачи. Claude вообще базово доступен с веб-сайта. Вы заходите в claude.ai, заводите здесь аккаунт. Сразу большущий дисклеймер. Claude не работает из России. То есть если вы подключаетесь из России, сайт как бы откроется, но будет написано, что ваше приложение недоступно. Нужно сделать, чтобы вы заходили с IP-адреса не российского. Это нужно уяснить. Для этого вам понадобится какой-то IP-адрес, соответственно, какая-то почта не российская электронная, и, возможно, номер телефона тоже не российский. Для этого есть специальные сервисы для приема временных смс-ок. Но самое главное, что вы должны уяснить, вы не можете подключиться из России. Это базово просто всегда по умолчанию, для всего. То есть практически для всех нейросетей вы недоступны, если вы находитесь в России. Когда вы это победили, завели свой аккаунт, следующий дисклеймер. Практически все, что я здесь буду показывать, относится к платному аккаунту, начиная от $20 за тариф. То есть у Клода есть разные варианты за $20, за $100, за 200. Вам достаточно тарифа за $20. Но в этом видео я покажу, как платить меньше $20, если вы мало пользуетесь Клодом. Но в основном это все-таки платные функции, для которых нужна зарубежная карта. Рядом с этим видео где-нибудь расположу два софта, которые позволяют вам оплачивать не из России, не российскими картами. Вот так вот. Погнали. Нам нужен Claude-код. Если вы захотите разобраться во всех нюансах от первоисточника, то у антропиков есть такой курс, он называется Claude Code in Action. Он находится у них на сайте anthropic.skilljar.com. Это платформа с курсами. Сюда они выгрузили разные курсы. Они их классно, качественно сделали, но они все на английском языке и с английскими субтитрами. Поэтому, если у вас с английским не ок, смотрите мои уроки. Я не пересказываю их курсы, но я использую информацию из этих курсов, потому что я использую Claude и учусь постоянно. Так вот, у них здесь есть курс, который называется Claude Code in Action, и здесь вы можете посмотреть пошагово, как все работает, как работают MCP-серверы, чуть позже расскажу, что это такое, навыки, агенты, как работать с файлами, как установить, как настроить. Все здесь есть. Вот, например, Claude Code Setup. Открываем, и у нас здесь на английском языке урок, который говорит, что можно установить тремя способами. На macOS через Homebrew, на macOS через командную строку или на Windows тоже через командную строку. Собственно, для того, чтобы работать с Клодом, в том числе с Claude-кодом, нужно установить приложение к себе на компьютер. Не пользуйтесь Клодом в браузере. То есть в браузере можно быстренько открыть, какую-то задачку спросить и закрыть. Но для компьютера нужно скачать отдельное приложение. Оно здесь есть. В разделе «Скачать» вы найдете здесь «Скачать для своей операционной системы», для Windows или для macOS. Он вообще, Claude-код, доступен в разных местах. Он доступен в командной строке в терминале, он доступен в Visual Studio Code, это такой кодовый редактор, мы его тоже сегодня поставим, в виде десктопного приложения, то есть компьютерного, внутри JetBrains и внутри Slack. Забейте, это для разработчиков. Еще есть экстеншены, то есть расширение. Это не полноценный Claude, а как бы дополнение в виде iOS-приложения, Android-приложения, Chrome расширение, Excel расширение или PowerPoint расширение. Нас интересует вот этот терминал. Я буду показывать и учить вас все делать через терминал. Ну или крайний случай через Visual Studio Code. Мы будем работать много с кодом, мы будем много работать с какими-то файлами текстовыми, поэтому нам нужен будет текстовый редактор. Но код мы сами писать не будем. Вот. Итак, для того, чтобы установить Claude-код на свой компьютер, можно выполнить всего лишь одну командную строчку у себя в терминале. На Mac терминал так и называется, терминал. Где его найти? Открываете свой Finder, заходите в программы, и в программах вам нужно найти терминал. Терминал, он находится, по-моему, в утилитах, если я не ошибаюсь. Скорее всего, да, он находится в утилитах и называется терминал. Не консоль, а именно терминал. Вот так он называется. Короче, найдете его. Эта командная строка выглядит пугающе только на первом этапе. Если у вас Windows, откройте окно «Пуск», найдите поиск и впишите «Командная строка» или CMD. Когда вы откроете, вы сможете вписать строчку с кодом. Если у вас Windows CMD, то вы вписываете вот эту строчку, копируете ее, вставляете. Если у вас
Windows и вы нашли программу PowerShell, то вы открываете программу PowerShell и вставляете туда вот этот кусочек кода и нажимаете Enter. Если у вас macOS, то копируете вот эту строчку, открываете свой терминал, вставляете и ждете. У меня процесс, скорее всего, установки будет быстрый, потому что у меня уже Claude давно на компе есть, но у вас, возможно, займет чуть-чуть побольше времени. То есть он устанавливает Claude, и когда вы увидите зелененькую надпись, что все получилось, все клево. Вы видите галочку, что установка завершилась. Теперь для того, чтобы Claude запустить, вам нужно просто вписать сюда слово Claude, и он запустит процесс установки. Здесь вы выбираете цветную схему, как он будет работать. Например, вот у меня стоит Light Mode, я возьму его. Дальше у нас есть возможность авторизоваться 3 способами. Третий сразу отметаем, это для России не актуальный вариант. Это если у вас профиль в Amazon Bedrock, Microsoft Foundry или Vertex AI от Google. Можно пользоваться Claude по подписке, то есть первый вариант, он так и называется, Claude Account with Subscription, то есть аккаунт Claude с подпиской. Помните, вначале я говорил, что у вас должна быть подписка. И второй вариант, помните, я говорил, что можно пользоваться дешевле. Это на самом деле такой со звездочкой пунктик. Можно пользоваться по API. То есть API — это вам нужно сгенерировать ключик в специальном кабинетике, где вы... Почему я сказал кабинетике? Ну ладно. В специальном кабинете, где вы берете специальный ключ, вставляете его и платите только за то, что пользуетесь. То есть за столько, за сколько пользуетесь. Открываем сайт, который называется platform.claude.com. Вы авторизовываетесь на этом сайте, вы должны попасть вот в такой личный кабинет. То есть вы залогиниваетесь со своим логином, паролем, со своей почтой. Здесь есть раздел API Keys. То есть вы заходите в ключи и создаете новый ключ. Вы его называете, например, я назову его демо Telegram. Так, чтобы понять, что это демо-ключик, нажимаете «Добавить», и у вас появляется здесь вот такой вот API-ключик. Вы его копируете и на этапе установки в терминале потом вставляете. Тогда все деньги, которые вы будете тратить подобным образом, сейчас мы уберем этот ключик, сразу удалим, чтобы его здесь не было. Когда вы создали ключик, вам нужно теперь пополнить баланс. В разделе «Биллинг» вы можете найти, где привязать сюда свою кредитную карту или дебетовую карту. Нужна карта иностранного банка. Вы можете, опять же, через посредников купить карту и пополнить баланс. Вот пополнили на $10 баланс и начинаете тратить. Ставите Claude задачи, он что-то для вас делает, и он безумно быстро сжигает эти бабки. То есть, если у вас какой-то маленькая какая-то задача, вы можете попробовать посмотреть и как бы понять, какая подписка вам нужна. Но я так скажу, подписка за $20 дает вам гораздо больше, чем $20, положенные вот сюда на аккаунт. Поэтому лучше все-таки авторизовываться через свой платный аккаунт, потому что там вы платите не за токены, а у вас просто есть лимиты определенные. Выбираем этот вариант, нажимаем Enter, и теперь нас перебрасывает в браузер. Там, где вас попросят авторизоваться, вы авторизовываете своего аккаунта и нажимаете на кнопку «Авторизоваться». Все, вы увидите вот такое окошечко, и в браузере вы видите, что успешно авторизовались, и теперь нужно просто нажать Enter и еще раз нажать Enter. Затем он просит вас настроить немножко браузер. Вы нажимаете «Да», доверять этой папке, в которой вы находитесь, «Да», и все. Вы попали вот в это окошко. Вот это окошко для нас целевое, оно для нас самое главное. Мы в этом окошке будем творить историю вообще. То есть делать все. Выглядит пугающе, но весь этот процесс настройки, который мы сейчас прошли, мы делаем его только один раз. Потом больше делать его не надо. Все, мы сделали. Теперь мы можем здесь вводить команды, как в чат-боте. Команда init, slide-dev, insights, там, агенты и прочие команды. Я их буду разбирать отдельно. Или мы можем просто написать «сделай там рецепт», там, «сделай», где это? «Сделай рецепт там, сырников». То есть мы здесь можем общаться с ним как с обычным чатом. Но мы не будем с ним общаться здесь как с обычным чатом, мы будем здесь решать задачи агентские всякие. Хорошо, вот у нас это окошко есть. Как еще можно использовать Claude Code? Можно его использовать в программе Visual Studio Code. Для этого нужно зайти на сайт code.visualstudio.com и скачать вот эту бесплатную программу. Open Source AI Code Editor. Они быстренько переобулись, и теперь это AI Code Editor. До этого это был просто обычный редактор кода.
Выглядит пугающе, ужасающе, но мы здесь ничего вот этого вот делать не будем, вручную тем более. Мы просто скачиваем эту программу, настраиваем, устанавливаем. Она есть для macOS, для Linux и для Windows. И когда вы ее настроили, вам нужно ее только открыть. Открываем Visual Studio Code. Выглядит она вот так. У вас здесь есть окошечки для разных, там, вот здесь чатик, вот здесь у нас поисковая строка, тут у нас обычно открываются файлы, здесь у нас папки с файлами, с которыми мы работаем, и здесь есть такой раздел плагины или расширения, extensions. Заходим, вписываем в поиск Claude, вписали, нажимаем Install, устанавливается. Когда установится, у нас вот здесь появится такая иконка Claude. Открываем вот эту штуку, закрываем, больше нам не нужно, возвращаемся сюда в файлики, и у меня сразу же открылся чатик, но у вас, скорее всего, чатик сразу же не откроется, у вас будет это выглядеть вот так. То есть мы логинимся точно так же, либо по API-ключику, либо по подписочке. Подписочка у нас есть, нажимаем «Открыть», открывается страница сайта, где нам говорят авторизоваться. Мы авторизовываемся, и все. И у нас теперь есть чатик. Это уже больше похоже на обычный чат, на нормальный, не терминал. Но все команды, которые есть в терминале, тоже здесь есть. Все режимы, которые есть в терминале, про них я буду рассказывать отдельно, они тоже здесь есть. Все, процесс установки завершен. У вас на компьютере, по идее, для работы с Claude Code должен стоять Claude в терминале или в командной строке и в Visual Studio Code. Сделайте это для того, чтобы подготовить платформу для дальнейшей работы с ИИ-агентами, со скиллами, с навыками, ну, вот с этим вот совсем, с командами. База готова, короче. Надеюсь, что у вас все получится. Если нет, задавайте вопросы. До встречи в следующем видео.